В наше нелегкое время глобализации интернет-паутины Telegram стал для нас целой социальной сетью, в которой мы без проблем можем позвонить нашему знакомому или незнакомому человеку в любой уголок мира. Или же просто написать сообщение с добрым утром. И что же для этого нам нужно? Только лишь подключение к мобильному интернету или же подключение к бесплатному Wi-Fi в кафе, попивая вкусный кофе. Приветствую тебя на канале Немамонт. И сегодня ты узнаешь, будут ли твои данные под полной защитой, можешь ли ты получать от своей девушки интимные фото и не переживать, что какой-то хакерок их перехватит и будет шантажировать тебя, как вообще взломать Telegram, так ли он анонимен на самом деле. Ответы на все эти вопросы, а также как обеспечить себе максимальную анонимность и не только, будут в этом видео. Приятного просмотра. Давайте начнем с того, что немалую роль в общении людей между собой играют так званые мессенджеры. Они предназначены для обмена сообщениями между людьми и являются одним из массовых средств коммуникации, что упростило жизнь многим людям, включая и меня. За считанные секунды ты можешь обменяться ценной информацией, не выходя из авто или другого места. Но если оглянуться, на дворе уже конец 2024 года, и с развитием технологий в первую очередь нужно позаботиться о своей безопасности и анонимности в сети. В интернете есть уйма статей, которые утверждают, что взлом Телеграма невозможен, что это один из самых безопасных и защищенных от хакерских уделок мессенджер. Но есть и противоречия, что примерно такое же количество статей созданы на тему «Как защитить свой аккаунт от взлома». И вот же дилемма, одни кричат, что Telegram взломать невозможно, другие советуют обезопасить его от взлома. Давайте разбираться. Уязвимость в коде. Найти уязвимость в коде невозможно, поскольку переписки пользователей хранятся в отдельных серверах, к тому же хранятся в зашифрованном виде, и куда же без уникального криптографического ключа. Он также здесь присутствует, и хранится он в совершенно другом месте. Пароли. Пароли проходят обязательное хэширование. Хэш пароля хранится в базе данных и состоит он из набора букв и цифр вперемешку. Кто хоть раз видел хэш пароля и пытался в нем разглядеть сам оригинал пароля, напишите в комментариях, будет интересно посмотреть, сколько нас. Особенность такого метода защиты заключается в том, что захэшировать пароль можно, а расхэшировать нельзя. Примеры этого приводить не будем. Этого достаточно на просторах интернета. Но даже в том случае, что каким-то образом базы данных Телеграма окажутся в руках хакеров, то с них можно узнать только логин и никнейм пользователя. Но также не стоит забывать про словари паролей, которые уже давным-давно находятся на просторах рутины под названием интернет. А также сколько уже создано как платных, так и бесплатных словарей с разбором хэш-паролей. А еще сколько уже расшифрованных паролей хранятся в этих таблицах. Поэтому прежде чем создать пароль админ-админ, хорошенько подумай. И перед тем как ставить такой пароль, обратись к онлайн-сервисам создания паролей. Банально сайт ESET-32. Такие сайты сгенерируют тебе безопасный пароль за считанные секунды с различной комбинацией символов, что в свою очередь затруднит подборку паролей или же вовсе сведет эту возможность хакера к нулю. Немного кто слышал, но в 2015 году, чтобы подтвердить полную конфиденциальность данного мессенджера, был проведен большой конкурс, где приглашались хакеры со всего мира, которым была дана возможность взломать Telegram любым способом. Но по правилам, взломать можно было только конкретный аккаунт, и приз за взлом был около $300 тысяч. Неплохо, правда? Правил просто не существовало. Разрешено было проводить любые хакерские атаки. Конкурс был открытый, и много кто наблюдал за данным событием. Но никому так и не удалось взломать Telegram аккаунт, что и доказало его конфиденциальность и анонимность, и то, что взломать сервера невозможно. И действительно, взломать Telegram с технической точки зрения практически невозможно. Но мало кто знает про психологическую точку зрения и тот самый человеческий фактор. Для этого взломщиками используется широко распространенный метод, который носит название фишинг. И он до сих пор актуален даже в конце 2024 года. И не просто так название, так схоже с рыбалкой.
В данном психологическом методе взлома действительно присутствует стиль рыбалки, только в качестве рыбки находитесь вы, в качестве рыбака присутствует взломщик, а в качестве наживки на крючке присутствует фишинговая ссылка, на которую вам необходимо попасться, и вуаля, рыбалка удалась и ваш аккаунт находится уже в руках взломщика. Фишинг внешне практически повторяет копию интернет-страницы какого-либо сервиса, в нашем как раз случае страницу Телеграма. Это на самом деле простейший метод кибератаки с наивысшим процентом попадания рыбки на крючок, так как он является одним из самых опасных и самых эффективных на рынке. После того, как в нужное время взломщик подсунул жертве поддельную копию на какой-либо ресурс, она перешла по ней, увидела перед собой ту самую страничку Телеграма и ввела там свои авторизационные данные своего Телеграм аккаунта. Потом смс-код подтверждения и пора сматывать удочки, а наш аккаунт попал в руки взломышленника. Таким образом получил он полный доступ до нашего аккаунта. Но данный способ работает только с браузерной версией Телеграма. Кто когда-то переходил по фишинговой ссылке, например, на голосование, вспомните, что вас перекидывало в браузер для ввода авторизационных данных. Чтобы не попадаться на крючок, пользуйтесь только оригинальными приложениями и официальными ресурсами. Обращая внимание на ссылку, по которой перешли, у фишинга ссылка не будет выглядеть такой, какая она есть на официальной странице. Благо, уже есть множество сервисов, на которых можно проверить ссылки, но про них более детально расскажем в другом видео. А про спецслужбы никто не забыл. Есть еще один метод деанонимизации, которым пользуются зачастую спецслужбы. И один из них – уязвимость в протоколе SS7. Если перевести на более понятный язык, это перехват трафика сотовой связи. Что это дает, если подключиться по этому протоколу? Да практически все, что угодно. Можно определять местонахождение абонентов, читать чужие смс и даже слушать телефонные разговоры. Как это работает? Зная ваш номер, можно направить запрос на вход в мессенджер, перехватить код, который придет вам в смс, ввести его первее и зайти в аккаунт. Кому приходили коды доступа ночью, когда облачный нормальный человек спит, то знайте, скорее всего вы были интересны спецслужбам. Но и тут не все так просто. Взломать данным методом не так-то просто, потому что нужен доступ к провайдеру, подкупить сотрудника компании или завербовать его. Данный способ доступен лишь небольшой группе лиц, которые имеют доступ до этой информации, и это люди в погонах. Но Павел Дуров не единожды заявлял, что не будет сотрудничать с правоохранительными органами, высветляя анонимность своего творения. Фу ты, забыл, его же уже задержали во Франции, теперь он уже будет сотрудничать, но и об этом попозже. Обычному пользователю это ничего не поменяет. Но вот от оператора связи ожидать конфиденциальности не стоит. Есть несколько законных методов так званой прослушки твоего телефона. Поэтому надейся только на самого себя. Приближаясь к моменту защиты, разработчики позаботились о твоих данных, и чтобы избежать таких нелепых ситуаций, нужно установить облачный пароль, который будет запрашиваться при входе в мессенджер с каждого нового устройства, помимо нашего код-пароля из SMS. Про раскрытие IP-адреса с помощью такого сервиса, как Wireshark через звонок и пугать вам раскрытием последующего местоположения не буду. Если уж хочешь обезопасить себя от этого, то просто отключи в настройках своего смартфона передачу геоданных, и ты в безопасности. Также возможно положить Telegram с помощью DDoS. Простыми словами, DDoS — это атака на веб-сайт или сервер с целью перегрузки его максимально пропускной способности, что приводит к временному прекращению доступа к атакуемому сервису. Давайте представим, сервер похож на большой компьютер, а может 2 или 3 таких компьютера. Если сравнивать их по мощности, и на этом же сервере хранятся данные пользователей, например мои. Сервер должен отвечать на запросы от пользователей. Если вы напишете вашему знакомому в мессенджере Telegram сообщение, но сервер в этот момент будет подыхать от DDoS-атаки, сообщение попросту не будет доставлено на сервер, а потом уже и вашему знакомому. То бишь сервер у нас выходит важным звеном обмена информацией. В случае падения его работоспособности процесс останавливается. В 2015 году таким же образом и осуществлялась огромная несколькочасовая DDoS-атака на сервера Телеграма, но была она безуспешной. Он выдержал.
Но нужно понимать, что серьезная DDoS-атака стоит серьезных вложений и знаний. И своего старого ноутбука у тебя не получится положить Telegram и получить доступ к аккаунту соседки, что наделяет этими возможностями очень узкий круг людей. Как видно, Telegram довольно анонимная и конфиденциальная социальная сеть. И да, это уже не просто мессенджер, в котором мы привыкли переписываться. Мы в нем уже читаем новости, играем в игры, ведем свои каналы, продвигаем свой бизнес, обмениваемся криптовалютой и много такого интересного. И взломать его действительно не так-то просто, но только если активировать все методы защиты, про которые я сейчас вам расскажу. Не рекомендую использовать активаторы, так званые временные номера, если хочешь создать аккаунт для себя и личного использования. Почему? Все просто. Сейчас арендовал этот номер ты, завтра арендовал этот номер уже другой и по случаю судьбы зашел в твой аккаунт, а он уже вовсе и не твой. Следующий пункт. Конфиденциальность. Переходим в настройки аккаунта, отключаем видимость телефона, а также принятие звонков от неизвестных аккаунтов, после чего активируем облачный пароль, создаем пароль на генераторах паролей и после чего обязательно привязываем вашу почту. Чтобы в случае утери пароля возможно было запросить на эту почту код, сбросить пароль и установить новый. В случае пропуска этого пункта будет возможность только сбросить аккаунт в ноль без возможности восстановления, а также не ставьте в подсказку свой оригинальный пароль. Объяснять почему не буду. А также не забываем про подключение прокси или VPN в самом Телеграме. Но и учитывая все эти пункты защиты, будьте бдительны и не переходите по ссылкам от своих друзей, не проверив ее перед этим. И запомните раз и навсегда, полной анонимности не существует. Уже это доказано 10, 20, 50, 100, 1000, 10 тысяч, 100 тысяч раз. И даже самых громких преступников Даркнета находили и арестовывали спецслужбы. Но это уже тема совсем другого видео. С вами был не Мамонт. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал, оставить комментарий с твоим опытом владения Телеграма, а также распространять видео друзьям и знакомым. До скорой встречи!